Приветствую, друзья! Сегодня мы рассмотрим вопрос, как сделать шумный воблер бесшумным. Но для начала ответим на другой вопрос, который наверняка у многих возник. А зачем? Я по собственным наблюдениям за хищной рыбой, в первую очередь, конечно, за щукой, сделал такой вывод, что шум воблера не одинаково полезен и на нее влияет по-разному. Он может как приманивать зубастую, так и отпугивать. И как мне кажется, все зависит от активности щуки. Если она с азартом охотится, то шум ее абсолютно не смущает, а скорее наоборот вызывает интерес и способен привлечь с больших расстояний. Если активность щуки средняя, то ей уже лучше подавать воблеры с более деликатным звучанием. Ну а совсем пассивную щуку соблазняем тихим воблером, чтобы лишний шум ее не смутил. Куха. Сегодня делать тихим мы будем воблер бета-шет. На самом деле приманка эта и так очень уловистая и отлично соблазняет любую щуку. Но для ловли пассивной мы его немного улучшим. Да, алгоритм работы в целом не мой. За него огромная благодарность подписчику этого канала Михаилу Милевскому. Я лишь внес некоторые свои корректировки. Воблер бета-шет, кстати, не особо звонкий. У него по сути внутри расположены металлические шарики в 3 местах: в хвосте, в голове и средней части. В хвосте расположен небольшой шарик, он статично закатан в своей камере и выполняет роль балласта. В средней части есть 2 шарика, они отвечают за систему дальнего заброса и путешествуют по специальному каналу. В голове расположен шарик в специальной камере и выполняет роль погремушки. Поэтому нам необходимо заглушить лишь переднюю и среднюю части. Для этого необходимо убрать краску с нижней части воблера, чтобы обнаружить, где же точно расположены эти шары. Я соскоблил краску обычным канцелярским ножом. Для того, чтобы заглушить воблер в головной части, необходимо сделать отверстие, проникающее в камеру к самому шарику. Я для этого просто накалил обычную канцелярскую скрепку с зажигалкой и проплавил корпус. Причем снизу у меня не получилось это сделать. Похоже, там камера чем-то укреплена в этой части, поэтому пришлось сделать дополнительное отверстие в жаберной крышке. Затем я нарезал тонкие полоски из обычного полиэтиленового пакета и аккуратно заполнил ими пространство в камере. Они практически не имеют веса и не будут никак влиять на игру воблера, но зато не позволят шарику греметь. В средней части у нас 2 шарика. Можно их полностью обездвижить ближе к центру. Тогда отверстие необходимо делать непосредственно за ними. Но я решил полностью зафиксировать только один шар, который справа. А второй будет перемещаться, чтобы не сильно влиять на дальность заброса. Итак,
Делаем отверстие как раз между двумя шариками с помощью той же скрепки и вставляем туда обычную зубочистку. Зубочистку можно дополнительно закрепить суперклеем. Теперь правый шар у нас полностью зажат и обездвижен, а левый будет перемещаться, но биться он уже будет не о металл, а деревянную зубочистку, что сократит шум к минимуму. Отверстие заделываем эпоксидной смолой или холодной сваркой до полной герметизации. Кроме этого, в местах, где снята краска, можно уже нанести свою. Ну и после этого можно уже смело отправляться на рыбалку. В комментариях предлагайте свои варианты улучшения воблеров. А у меня на этом все. Как раз я уложился в 5 минут. Всем счастливо, всем пока.